realize that the true meaning, the true import of this term yoga. То есть мы сейчас стараемся осознать истинное значение слова йоги, слова йога. So we know now that it is the suspension of such behavior of the mind with its implement, the senses and the mind. То есть мы знаем сейчас, что это должное применение. Can you repeat, please? The mind, the behavior of the mind. Что йога это должное поведение разума. Ума. Suspension. Suspension. Yes. Прекращение. Suspension of the behavior. Прекращение деятельности ума. Это прекращение деятельности ума. Suspension means just not stop by force, but suspension means. Значит, прекращение обозначает не прекращение силой, to keep it out of work. А поддержание его вне работы, неработающим. Неработающим состоянием. So we have the mind, the working of the mind, it is on the mental plane. Работа ума на ментальном плане. The activity of the mind is on the mental plane. Активность ума – это ментальный план. There are different planes of consciousness that we know. Мы знаем, что существуют различные уровни сознания. Our existence is also in these different planes of consciousness. Наше существование – это также один из уровней сознания. So the activity of the mind is on this plane, the mental plane. Итак, активность ума происходит на ментальном плане. And then we have activity of the senses. Далее мы имеем активность чувств. Деятельность чувств. And that is on the vital plane. И это все происходит на витальном плане, на жизненном плане. And then you have the senses should have an apparatus. The apparatus. Чувства должны иметь. У чувств есть свой аппарат. So the apparatus of senses. Аппарат чувств. Which is called the sense organs. The organs. Называется органами чувств. This is on the physical plane. Значит, это происходит на физическом плане. So the physical plane, the vital plane and the mental plane. Итак, физический уровень, витальный уровень и ментальный уровень. So these three planes together. Три эти плана вместе. That constitutes what we call the lower nature of the being. Составляют низшую природу человека, так называемую. So the mind, the behavior of mind. Поведение ума. That is, it behaves in terms of impressions. Значит, поведение ума обусловлено впечатлениями. This we have studied this morning session. Это мы изучали на утреннем дне. Отпечатки, вот как слово было. Ну, впечатление. Это на самом деле это одно и то же слово. Да, просто разные значения. For example, when you take the clay, and if you take
the clay, Например, вы берете глину, and when you take a coin and press on this и clay, вы вдавливаете монету в эту глину. even after you take out the coin, Даже когда вы заберете монету из глины, but the shape and all the particulars what you are there, форма they are различные printed детали on this. отпечатывается. So that is impression. То есть это отпечаток. Отпечаток. Импринт. Imprint. So it is the activity of mind to make such impressions. То есть это свойство, деятельность ума, реагировать на такие отпечатки. And these impressions are formed by the mind. И эти отпечатки формируются умом. About the other persons, Умом других людей. Нет, насчет других. То есть у нас насчет всех людей. Да, Есть да, свой да, отпечаток в голове. and other persons and all the objects around. И то есть, мы эти отпечатки формируем как по отношению к другим людям, так и другие люди и прочие предметы формируют эти отпечатки в нашем мире. This is the activity in the objective plane. То есть это активность объективного плана. We have two planes. One is the objective plane and the other is subjective plane. Мы имеем два плана. Один объективный, другой субъективный. So the whole activity of the creation is always an interchange between these two planes. И в целом активность Of the creation. Существ. Существ, значит, постоянно переключается от субъективного плана к субъективному. From subjectivity into objectivity and objectivity to subjectivity. Из объективности в субъективность. Перетекание. Из объективного. Взаимное перетекание этих двух планов. There is a sort of alternation in this activity. Это своего рода чередование. Just like how we get into sleep and we get awake, so there is alternation. Похоже на то, как мы просыпаемся и опять засыпаем. Происходит чередование. So this mind that behaves in terms of these impressions which it makes about these objects and the persons which you call, this what you call the environment. То есть ум действует в соответствии с этими отпечатками или впечатлениями от объектов, которые существуют в окружающей нас среде. So it is called the reaction towards the environment. И это называется реакция относительно окружающей среды. So our behavior means when we allow our mind and senses to dominate us. То есть наше поведение, или что мы называем таким образом, позволить нашему уму и нашим чувствам доминировать над нами. So then our transaction is in the form of our reaction to the environment. То есть наше действие происходит в форме реакции на окружающую среду. So that cannot be our original transaction. То есть это не может быть нашим истинным действием. So it is always in terms of these impressions. Оно всегда обусловлено впечатлениями, этими отпечатками. So that is what the science of yoga explains, that you have to get out of this. Это то, что объясняет наука йоги. Это вы должны выйти из... Because your behavior, your transaction Ваше поведение, ваши действия should not be in terms of in the form of a reaction towards environment. Ваше поведение, ваше действие не должно быть в форме реакции на окружающую среду. Не должно быть зависимо от окружающей среды. It should be
a true expression of your inner light. Ваши действия должны быть обусловлены вашим внутренним светом. So that is the purpose of practicing yoga. Это цель практики йоги. That is for this you have to practice yoga. Для этого вы должны практиковать йогу. So once again, practice of yoga is just merely on the physical plane. Can you repeat? Practice of yoga is just not merely only on the physical. То есть практика йоги это не только физический план. That is where many of the students of yoga they could not understand because Это не понимает большинство учеников, которые изучают йогу. because it is understood by most of the people. Practice of yoga is understood only some physical work, physical movement. Большинством людей практика йоги понимается только как работа на физическом плане. But it is mainly, the whole work is mostly on this level of mind. Но большая часть работы проходит на ментальном плане. Because our physical activity is directed by the force of the mind. Потому что наша физическая активность направляется силами ума. So if it is not rectified at this level, И когда это не урегулировано на ментальном уровне, you cannot rectify the defects on the physical plane. вы не можете регулировать физический план. Cause and effect. Cause and effect. The cause is on the higher plane and the effect is manifested on the physical plane. Причина на высшем ментальном уровне, а следствие на физическом уровне. Это нужно помнить. We can see in the money system today. Yes. There are always cosmetic little things are done on the effects, but there is not a real change on the basic of the money system. Мы видим money system. Money. Денежная система. money. Денежная система. Мы видим, это, как это проявляется в денежной системе, что происходят какие-то небольшие косметические изменения внутри системы, но они не приводят к результатам в целом. Правильно я понимаю? Because the correction would be to eliminate interest system. This would be the correct. Коррекцией денежной системы является пересмотр Систем процентных ставок внутри самой системы. So, То есть правильным решением было бы отменить вот эту систему приращивания. Кредитных ставок. Therefore, there's no improvement. There's only cosmetic correction. Нет никаких улучшений, есть только косметические изменения, дополнения. But the people who make profit with this, they will not change. Но люди, которые зарабатывают на этом, они сами не изменяются и не вносят Because this изменения. is income through speculation and not income through work. Потому что это доход через спекуляции, но не доход благодаря проделанной работе. So this, what we say, this is income without labor. То есть это доход без труда. So these are parasites. Это паразиты. And they ruin all the economies. Они разрушают всю экономику. It's obvious. Это очевидно. So this lower nature, the activity of the lower nature, Итак, активность нашей низшей природы, that means the lower nature, as I explained, these three together. That means я имею в виду низшую природу как соединение всех трех планов. Ментального, витального и mental and физического. physical. The lower, these three put together the lower nature, and this lower nature И это низшая природа. So the activity of the lower nature causes us disaster and grief, sorrow and all these things.
Активность нашей низшей природы вызывает все страдания, мучения, сожаления и все прочие вещи. So we must get out of this by turning to the higher nature in us. Мы должны выйти из этого, научившись стремиться к нашей к высшему, к высшей природе. So what is the higher nature that we have to know? Итак, что же такое высшая природа? There is a higher plane than the mental, Существует более высший план, чем ментальный, which is called the plane of intelligence. который называется планом разума. The plane of intelligence, which is called buddhi. На санскрите будхи. In the books of Tibetan, it is described as the buddhic plane. В книгах тибетца он называется будхический план. The soul level also. Yes, and then higher to this is the innermost plane of consciousness, Над этим уровнем, более высший уровень сознания, which is called the pure experience, который pure называется existence. чистое существование, чистый опыт. The pure existence. Да, с Т буквой там же. А ты это будет. This is what is called Ananda. Ананта. So this together forms the higher nature. Значит, эти два плана вместе формируют высшую природу. So when the activity of the lower nature is suspended, Когда активность низшей природы подчинена, then your higher nature is allowed to focus out. тогда высшая, тогда возможно как бы подчиниться своей высшей Тогда природе, возможно проявление высшей. проявление высшей природы. And the expression of this higher nature is what we call as love in its true sense. Выражение высшей природы – это есть любовь в высшем понимании. Because that is a divine quality. Это божественное качество. В истинном понимании. Love is coming. Yes, You see, light, as light. light. and- What you call the light of the sun is an expression of love. Да. Рудольф сказал, что любовь пришла в виде солнца. Посмотрите зал. So light and love together, they are one and the same. Итак, любовь и свет вместе – это одно и одно и то же. But unfortunately, Но, к we сожалению, misunderstood this and we use this in a very low expression. К сожалению, мы слово «любовь» неправильно понимаем и используем его лишь в его низшем значении. Because we say that I love this person, I love, Потому что мы говорим «я люблю этого человека», «я люблю». because this is beyond any person. Но любовь, она вне людей. It is like a flowing river. Это как текущая река. If I say that I love a particular person, that means it is not love. Если я говорю, что я люблю какого-то конкретного человека, то, знаете, это не настоящая любовь. This is a hard word for many people. Yes. Это очень тяжелое слово Тяжело слышно для многим. многих. Это тяжело слышать.
То есть, так как же он, общается с супругой, что он ей говорит? Надо говорить. У меня текущая капа. Аркадий asked how to communicate with the wife, the husband. I said him that he should tell to her, I have a flowing river to you. You can swim. You can say that you love, but even when you are saying this, if you feel only on that level, then it is not love. Вы можете говорить, что вы любите свою жену, но если вы чувствуете только на этом уровне, это не настоящая любовь. When you say, for example, when you say to your wife that you love, even then, if you are able to see the inner light, then it is true. Когда вы говорите своей жене «я тебя люблю», если ты в состоянии увидеть ее внутренний свет, тогда это правда. If you see only the form, then если ты видишь только форму, значит это неправда. Then you are trying to limit it. Тогда вы как бы ограничиваете. Because that is something which has no limit. Поскольку любовь это что-то безграничное. That's why, Lord Narada, because Narada is one of the grand masters. Поэтому один из богов Нарада, один из великих учителей. So he has given some aphorisms to explain what is bhakti or devotion. Он дал один из афоризмов, который помогает объяснить, что такое бхакти или преданность. And he explained that. И он объяснил, что that bhakti is just what you call the true love, the divine love is bhakti. Он объяснил, что бхакти или преданность это то, что мы называем божественной любовью, настоящей любовью. Because generally what we use, потому что обычно то, что мы используем, we use this word love. Мы используем слово любовь. But if I say that I love my wife because she is my wife. So when you have a cause for that, then it is not at all. Когда я говорю, я люблю свою жену, потому что она моя жена, когда у вас есть причина, но это в общем не любовь. There should be no reason. Она обусловлена. Не должно быть никакой причины. There should be no reason, no condition, nothing. Никакой причины, никаких условий, ничего. But if you have no reasons, then anybody can be your wife, your husband. No, not that. Not that. That means you are trying to only limit your love only towards a form which is very, very, very limited. Да, я Ананта спросила, что это не означает ли это, что тогда мы должны изливать свою любовь на любого, в общем, поперечного мужа или жену, в зависимости от пола. Because what you call your wife or your husband, this is only just, this is only on the form aspect, and beyond this, because as I told you this morning, she is a wife or he is a husband, not from the birth. You are not born as a wife or as a husband. Ананта объясняет, что это слово все равно вне формы, потому что ваша жена или ваш муж до этого был сущностью, человеком, до того, как вы встретились и вступили в какие-то взаимоотношения. Поэтому надо изливать чистую любовь, а не неправильном понимании. It is the inner light. Поскольку существует внутренний свет, that is what you are trying to explore by a practice of yoga. Поскольку существует внутренний свет, то, что вы пытаетесь пережить с помощью практики йоги. You have to make a transaction
at that level of the inner light, not just on the form aspect. То есть вам необходимо произвести действие на уровне вашего внутреннего света, а не только на плане физическом, в котором мы привыкли действовать. Then even on the lower levels, the harmony is not disturbed. И тогда даже на физическом плане гармония не будет нарушена. It is true if you say that you love, but if you put some condition for that, if I say I love my wife, you say, and what you call it is your impression of your wife. The person whom you call your wife is your impression about her, and you are loving this impression. Потому что когда вы обуславливаете, когда вы говорите, что я люблю свою жену, потому что вы обуславливаете свою любовь, и таким образом вы вносите как бы впечатление. И это уже само по себе является как бы в этом случае вы любите впечатление о своей жене, So if you are only внутренний свет там этого человека. If you are only at that level, what happens is, когда вы только вот на этом низшем уровне, что происходит? So then, I feel when, for example, when I see the form, I say, oh, she is beautiful. Когда мы находимся только на низшем уровне и мы видим красивую форму, мы говорим, о, она прекрасна. And when she is very submissive to you, and say, she is very good to me. И если она подходит, понравилась вам, вы говорите, да, она как подходит мне. And you are able to fulfill all your desires through. И вы готовы исполнять любые ее пожелания. But if some change is there on these things, но когда что-либо меняется в этих вещах, then you have no more. You say, I love her. Вы прекращаете говорить, я ее люблю. See, that is what is happening. Это то, что происходит на низшем уровне. Now you can go. Yes. Тот сказал, все, вперед можешь идти. Свободно работать. That is what is happening. For example, an young fellow. Например, молодой парень. And so he looks at a beautiful girl and says, I love her. Видит прекрасную девушку и говорит, я ее люблю. And so they come together, and then afterwards, они уходят вместе и после. Suppose she has some skin problem and all this appearance is changing. К примеру, у нее появляются какие-то кожные проблемы и внешность изменяется. Then what happened to this fellow? Что происходит с этим молодым this love of this fellow? С любовью этого молодого человека. Он идет в аптеку за клеросилом. Каждый пошел скупать клеросил. It is not solved like that. Suppose she gets something like chicken pox. К примеру, у нее вдруг происходит там ветрянка. So you cannot get it out by Clarasil or something. It is permanent. Это невозможно убрать клеросилом, это лечится. If you say you love her only with her form, then it is distorted. То есть, если вы говорите, что если парень говорит, что он любит девушку только с точки зрения формы, в этот момент, в момент ветрянки, все рушится. And once again, on the emotional level, for example, as long as she is behaving according to your expectation, then you say, I love her. А на эмоциональном уровне это происходит следующим образом. Если в течение какого-то времени